Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание 22 мая, друзья. У нас с вами великий праздник, День Николая Чудотворца, День Святого Николая Чудотворца. Что можно делать в этот великий день, что нельзя делать в этот великий праздник, о чем молиться, о чем просить, друзья, все далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, 22 мая по народному календарю, друзья, отмечается День Николая Чудотворца, и православная церковь вспоминает день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, известного всем нам как Никола Угодник, из города Миры в Турции в город Бари на юге Италии. Никола Летний, так называли наши предки, это праздник, посвященный концу весны и началу летнего сезона. Важно правильно провести этот праздник, для того, чтобы Святой Николай исполнил все наши желания, стал для нас и для вашей семьи покровителем и надежным защитником. Николай жил на рубеже III и IV веков в Малой Азии и прославился своими добрыми делами. Он был очень религиозен и проводил много времени в храме за чтением священного писания. Все полученное в наследство от состоятельных родителей имущество Николай раздал бедным, а свою жизнь посвятил служению Богу, ревностно защищая христианскую веру от ересей и еретиков. Вы знаете, святитель Николай также считается и покровителем мореплавателей. Именно у него просят защиты те, кто отправляется в морское путешествие и обращаются с молитвой терпящие кораблекрушения. Святому молятся о благополучии, о защите бедных, сирот, невинно осужденных, а также детей, купцов, рыбаков, а также для излечения от всевозможных болезней, чтобы святой утихомирил бури и ураганы. Девушки же молятся чудотворцу о даровании им любви. К Николаю обращались с просьбами и молитвами уберечь скот и урожай. В честь святого названо и много храмов, соборов, а в народе праздник еще называют как Николай Вешний, Святой Николай, Николин день или Травный день. Николай Чудотворец – это великий святой. Его знают и почитают не только в России, но и в Западной Европе. Есть мнение, что Николай Чудотворец – самый почитаемый на Руси святой. И не случайно память святителя Николая Чудотворца церковь чтит каждый четверг. Вы знаете, Николай Угодник, чудотворец, славился великим милосердием. Он прощал даже тех людей, которые совершили страшный грех. Главное, чтобы человек глубоко раскаялся в совершенном поступке. Святой Николай не случайно получил имя чудотворца. Все дело в том, что он прославился как чудотворец. Конечно, вы спросите, а какие же чудеса сотворил он? Святой Николай давал молитвы, и по его молитвам происходили чудесные исцеления от самых страшных болезней. Православные, хорошо знакомые с историей жизни Николая Чудотворца, утверждают, что он был даже способен оживлять мертвых. Обращаем ваше внимание, что именно в этот день, 22 мая, нельзя голыми руками поднимать упавший нож, иначе это к ссоре. Не рекомендуется в этот день прикасаться к острым и режущим предметам, особенно к ножам, топорам, иголкам и к пилам. Нежелательно сегодня заниматься тяжелой работой, иначе все лето придется бесполезно трудиться. В этот день, названный в честь Николы Угодника, нельзя отказывать в помощи и милостыне, иначе самим можно оказаться на их месте. Также обращаем ваше внимание, что нельзя и убивать пауков, иначе это к серьезной болезни или разладу в семейной жизни.
Не рекомендуется и 22 мая занавешивать окна плотными шторами или другим материалом, который не пропускает свет. Иначе Николай Угодник не сможет одарить домочадцев своей любовью, добром и счастьем. В этот день не стоит грустить, страдать, вспоминать какие-то плохие события из своей жизни, иначе можно застрять в таком состоянии надолго. Еще в этот день нельзя ссориться, выяснять отношения, ревновать, устраивать потасовку. Также запрещено в этот великий день сквернословить и упоминать нечистого. Категорически в этот день нельзя было обижать детей, бездомных, слабых и животных. А вот верующим необходимо посетить храм в этот день, произнести молитвы и помочь просящим подаянием. Если утром 22 мая много росы, то нужно обязательно ей умыться для красоты и здоровья, для плодородного года. С этого дня начинает активно расти трава. Коровы и козы дают больше молока, которое от обильной и свежей травы становится особенно вкусное. Конечно же, в этот день полезно работать по дому, стирать, заниматься уборкой. Также вы можете работать в саду, на огороде и в поле. На Николу Угодника не рекомендуется и рано ложиться спать. День нужно провести как можно более активно. А если получится, то и постарайтесь в этот день устроить праздник. Считается, что тот, кто празднует в этот день, накрывает прекрасный стол, приглашает гостей, тот весь год будет жить в достатке. Хорошо сегодня будут сходить в баню, смыть с себя грязь телесную и душевную, а также побаловать детей и животных своим вниманием, вкусными блюдами и угощениями. Также по народным приметам 22 мая важно раздать все долги, чтобы не быть никому обязанным. Наши предки считали, что тем, кто не отдаст занятое, ходить в должниках весь год и жить в нужде придется. Согласно народной примете, после Николы Вешнего наступает настоящее летнее тепло. Поверье гласит, что в день праздника дождь несет благодать с небес, и человек, который под него попадет, будет удачливым весь год до следующего праздника Николы. Наши предки в день праздника прислушивались к лягушкам, и если они громко квакали, то наши предки ждали богатого урожая овса. Народная примета и гласит, что тем, кто на Николу нищего накормит, не будет жить в нужде. По народной примете на Николу нужно обязательно помириться со всеми, с кем у вас есть конфликты. И считается, что святитель Николай Чудотворец помогает враждующим сторонам прекратить какие-либо разногласия. Тем, кто не желает идти на перемирие, грозят проблемы в будущем. По народной примете в день праздника нужно сватать невест, чтобы семейная жизнь была гладкой и безбедной. 22 мая по старинным поверьям нельзя было грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях и лениться. Единственное, от чего стоит отказаться, это касательно работ по хозяйству, это вязание и шитье. Нежелательно в этот день пользоваться ножницами и другими колюще-режущими предметами, но кухонная утварь и садовый инвентарь здесь не в счет. И обращаем ваше внимание, что Николай Угодник все-таки является покровителем детей, поэтому всем ребятишкам нужно сделать обязательно подарки. Не обязательно покупать что-то дорогостоящее, пусть это будут простые какие-то презенты, может быть какой-то сувенирчик маленький, какая-то игрушка или их любимые лакомства. По традиции подарки всегда клали детям под подушку, и считалось, что дети, именно получая подарки 22 мая Святого Николая, пусть даже самые простые подарочки, но детям всегда помнят о том, что Бог с ними рядом, Он всегда их помогает и охраняет. О чем же можно просить православного святого? Вы знаете, Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых святых в православии, поэтому его любят как дети, так и взрослые, потому что с давних времен все знали, с какой просьбой к святому Николаю Чудотворцу не обратитесь, он всегда поможет, а молитвы к святому обладают особой силой.
Поэтому с давних времен и поныне к Николаю Чудотворцу православные обращались за помощью в таких случаях: при душевных терзаниях, телесных болях, для здоровья и благополучия детей, при проблемах на службе, при незаконном осуждении или наказании, перед дальней поездкой, об избавлении от греха и о том, чтобы встать на духовный путь, об избавлении от смертельной опасности. Вы также можете в этот день, 22 мая, обязательно попросить святого Николая о том, что вам нужно в жизни. И обязательно святой Николай осуществит вашу самую сокровенную заветную мечту. Мы всех поздравляем с этим праздником, всем желаем здоровья, благополучия, изобилия, достатка. Берегите себя, будьте нам здоровы. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Также поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше понравилось. Смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех с праздником! Всем желаем всего самого наилучшего и услышимся уже, друзья, в следующем видео.